Криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Ну что, давайте мы посмотрим, что у нас творится на крипторынке. Посмотрим альткоины, которые вы просили посмотреть. Итак, биток у нас 0,4%. Притока капитала нету никакого. В эфириуме только отток. Ну, слабость на крипторынке, полностью слабость. За день у нас, ну так, туда-сюда. По поводу того, что отток капитала, конечно же, капитализация у нас просто упала. И это очень плохо. Отток капитала видно, конечно же, у нас на данных, которые нам предоставляют спота и биткоин ETF. Смотрите. Буквально с 21 февраля все красное. Тупо все красное. Нету вообще никакого притока капитала в крипторынок. В биток нету никакого притока капитала. Давайте посмотрим эфириум. Аналогичная ситуация. Смотрите, эфириум только отток капитала. Но отток не очень-таки и большой. Здесь просто-напросто отток у нас... Ну, исчисляется миллионами долларов, но не миллиардами. Так же самое у нас и на биткоине. Было только 25 февраля 135, ну, 1 миллиард 138 миллионов долларов было вытянуто с рынка. Ну, а тут, в принципе, уже дальше пошли такие сущие копейки. Не очень большие и не очень маленькие, конечно же. Капитализация, конечно же, показывает то, что нету свежих денег в рынке. И это очень плохо. Это очень плохо. Индекс страхожадности на отметочке 19 на CoinMarketCap. На альтсезоне отметочка 15. Вот у нас. Итак, что у нас по DXY? Мы видим то, что DXY на данный момент выпал с нисходящего канала. И это показывает о том, что DXY у нас потихоньку еще более начинает быть слабее. Что-то ему поплохело. Но если DXY поплохело, это очень хорошо для криптовалюты, потому как при падении DXY у нас начинает расти биткоин. Очень высокорисковые активы в мире начинают преобладать, конечно же, в цене и начинает дорожать. Мы видим то, что DXY сильно, конечно, падает. Здесь уже чуть остановили, у нас есть блок некого сопротивления, тут будет, наверное, распил, но дальше я предполагаю, что если DXY будет падать, то мы можем уйти ниже, чем 100 пунктов. Ниже, чем 100 пунктов, и можем, конечно же, сходить в... Так, давайте вот включим недельку и посмотрим. И можем, конечно же, мы сходить примерно вот этот вот блок. Это 96, ну так вот, 96, в принципе, процентов. Или процентов, или пунктов. Даже здесь не процентов, а пунктов. DXY у нас на данный момент находится в восходящем тренде. И здесь есть тоже некая трендовая линия, которую мы можем прийти протестить. Да, что ж такое нужно обновить? Вот у нас есть некая трендовая линия, и мы можем, конечно же, к ней спуститься. DXY мы неоднократно с вами разбирали. И здесь, если мы посмотрим, даже вот так вот на месячном, то ну, на месячном у нас получается здесь падение. У нас здесь получается падение. Даже вот у нас, ну, сюда мы не дотрагиваем. Это у нас получается с августа 2011 года. У нас вот здесь вот, в принципе, DXY находится в таком вот нисходящем канале. Это глобальный такой вот нисходящий канал. Вот так вот мы его можем тоже отметить. Здесь у нас глобальный такой вот нисходящий канал. И в принципе, мы с этого канала вышли. Сейчас можем уйти на ретест данного канала. Сюда вот вниз, и потом дальше будет у нас сильнейший выстрел. Ну, это будет где-то, я думаю, к 27-28 году. В принципе, вот так вот. Это что касательно глобально. Глобально DXY выглядит вот так вот у нас. Может, вам кто-то показывал то, что DXY выглядит в восходящем тренде, но... Оказывается, немножко другая ситуация. Мы можем, в принципе, вот так вот это все дело поставить, а можем, в принципе, даже и вот так поставить. Вроде бы как нисходящий клин, да? Нисходящий клин. И здесь у нас
Вот так вот. Мы можем все это дело построить, и у нас здесь фигура нисходящий клин. Нисходящий клин у нас зачастую, конечно же, пробивается вверх. Вот. И сейчас на данный момент, вот буквально с 22 года мы вышли, пробили его и топчемся с верхней части трендовой линии и можем отретестить, упасть вниз. И здесь, конечно же, доллар наберет обороты и пойдет свое бычье ралли. Ну, это уже будет, наверное, ближе к 30 году. Вот что. Но вот это вот движение маленькое, нисходящее, может, конечно же, способствовать нам о том, что криптоактивы конкретно вырастут и покажут альт-сезон. Вот. В принципе, вот так вот. Давайте, конечно, еще посмотрим, что там у нас с доминацией биткоина. График доминации альткоинов, доминация биткоина. Что он у нас тут творит? Блин, 62. Ну что ж такое, божечки. Когда ж ты будешь падать с камина, гончита, кончезаспа? Ну, доминация битка у нас растет. Многие сейчас говорят, что у нас открылась новая зона для доминации биткоина. Это, конечно же, полет на перехай и вплоть до 70%. Ну, 70% это мы просто сюда вот достигнем, ну не знаю. Пока мы видим, что доминация битка была в нисходящем канале. Сейчас мы вышли с этого нисходящего канала. Может быть такое, что мы вернемся на ретест. Посмотрим. Будем, конечно же, наблюдать. Но у нас будут интересные события. 19 марта у нас будет заседание ФРС там по поводу ставки. Может, это все дело у нас как раз способствует для того, чтобы доминация биткоина начала падать. И, конечно же, в этот момент, наверное, будут понижать ставку. Посмотрим, понаблюдаем за этим всем делом. Также биточек наш в диапазоне 82. Давайте мы это все обновим. Биточек у нас в диапазоне 82. И здесь может быть такое, что сформируют разворот. Но здесь нету у нас повышающихся минимумов и повышающихся максимумов. Но и еще, конечно же, до трендовой линии очень далеко нам тянуться. Вот у нас, допустим, трендовая линия есть некая. И до этой трендовой линии нам очень далеко. Нам нужно достигнуть цены 89 тысяч долларов. Ну и, конечно же, 90. Здесь у нас была попытка выхода выше этой трендовой линии, но у нас не было проторговки в диапазоне 93-94 тысяч долларов. И дальше все это слили. Сейчас, конечно же, есть информация, что Китяра, который лонгует и который у нас, в принципе, лонговал биток, он опять стал в лонг по биткоину и по эфириуму на очень крупную сумму. Будем надеяться, что у нас дальше будет какая-то манипуляция. Также монетка Космос Атом. Давайте мы посмотрим монетку Космос Атом. У нас 1,5 миллиарда долларов капитализация. Очень огромная. 100% монет в обороте. Здесь есть у нас инвесторы. 8 инвесторов. Парадигм. Потом у нас есть еще тут несколько инвесторов, которые малоизвестны. И несмотря на то, что данный актив у нас торгуется уже очень давно, есть здесь просто крупные иксы. Смотрите, 2016 год, 154 икса. 154 икса, друзья. На данный момент у нас атом просто на днище валяется, можно сказать. Но там есть 154 икса. Даже в 2016-2017 году есть 38 и 48 иксов. Вы себе представляете? Это просто колоссальнейшие иксы. Просто колоссальнейшие иксы. И тут, ну, я не знаю. Многие говорят, что атом будет стоить 200 долларов. С какого ему перепуга быть 200 долларов, я не знаю. Тут просто колоссальнейшие иксы. Вы себе представьте, какое давление у манипулятора здесь. А манипуляторы это, конечно же, вот эти вот инвесторы. Они просто по стакану как ударят это все дело, свои иксы, и этот атом улетит в тартарары. Дальше, атом. На бирже Binance 30-минутка, ликвидности просто нету. Смотрите на вот этот вот график, что это за кончезаспа. Что это за кончезаспа? Что это за гэпы? На 30-минутке гэпы, просто капец. Самая натуральная кончезаспа. Нету просто-напросто. Нету ликвидности на данном инструменте. Он никому не интересен. Никому.
На 15 минутке это вообще разорванный график, смотрите, разорванный график. Вот, в принципе, вот так вот. На 4-часовике. На 4-часовике. Что у нас тут по поводу 4-часовичка? Атом у нас показывает слабость, обновляет лой. $3.40. Буквально вот у нас сегодня это все дело случилось ночью. В принципе. И давайте мы посмотрим глобально. Глобально на месяце. Многие говорят, что атом находится в канале, зоне накопления каком-то, но здесь даже не виднеется никакого боковика и никакой зоны накопления. Здесь понижающиеся минимумы и понижающиеся максимумы. Нисходящий канал. Тут даже нету никаких зон накопления. Вот, нисходящий канал, просто тупо идет нисходящий канал. Я думаю, что атом очень слаб. Очень-очень-очень слаб. Конечно же, надеюсь в дальнейшем, что он и вырастет, что у нас здесь есть какая-то зона накопления. Но выглядит он очень слабо. Давайте посмотрим по объему. Максимальные объемы сейчас вот у нас здесь идут по низу. Это у нас хорошо. Давайте посмотрим объемы на этом медвежьем цикле, которые были. И здесь у нас в принципе тоже некий как будто бы блок накопления. Но мы должны не забывать о том, что атом находится в нисходящем движении. Давайте посмотрим историю. Атом относительно биткоина. Это будет просто шок. BTC. Берем BTC и смотрим. Посмотрим давайте на Poloniex. Тут должна быть самая такая, ох ты, красивая какая вот здесь история у нас. Мы с вами это неоднократно рассматривали. Смотрите, атом у нас был в боковике. Длительный период времени до 22 года. А сейчас мы просто обновляем лой за лоем, лой за лоем. Смотрите, что вот это такое вот у нас. Месячный график, да? Октябрь 22 года и пошли, и пошли, и пошли, и пошли. Вот у нас один небольшой памп, второй небольшой памп. Все, по атому, который показал там примерно 2 икса. На недельке это вообще очень печально все выглядит. Самый натуральный скам. Давайте мы посмотрим, что у нас здесь по объемам. Конечно же, экосистема там большая, большое количество разработчиков, там еще что-то там рассказывают. Но это не говорит о том, что он должно что-то там расти. Если мы относительно битка падаем, то относительно доллара тем более. И что мы здесь видим? Мы видим то, что на данный момент у нас здесь есть блок некий. Вот у нас линия POC. И мы видим то, что здесь, по всей видимости, этот блок будет блоком сопротивления. И может быть такое, что на бычке мы придем протестим его. С этого блока мы вышли буквально в марте 2024 года, а атом показал у нас уже сильнейший, конечно же, такой вот скам-слабость, можно так сказать. И давайте-ка мы посмотрим, что у нас здесь по коррекции. Пик у нас был январь 22 года и вот сентябрь 21 года. И атом скорректировался, смотрите, это просто нонсенс. 96%, какой здесь фундаментал? Фундаментал корректируется на 85%. Вот так вот. Это просто трэш. Вот такие вот дела. С атомом все у нас немножко попечальней. Но я думаю, что если даже здесь у нас и будет движение на ретест этого блока, а это 400%, то мы сможем увидеть хороший альт-сезон по атому. Как минимум, наверное, с текущих 5 иксов, например, вот так вот. Сейчас на данный момент я заметил то, что у нас, если альткоин двинулся относительно биткоина на 100%, то в долларовом эквиваленте он тоже двигается примерно на 100%. Нету такого, чтобы там относительно битка двинулся на 100%, а в долларах там двинулся на 10 иксов. Такого в этом цикле я не замечал. Может кто-то замечал, пишите в комментариях под видео, но я лично не замечал. Я думаю, что если с текущих мы двинемся в блок вот этой вот проторговки, сопротивления, его мы можем пощупать, как раз это будет верхняя часть нисходящего канала. Это 400%, то в принципе, атом может сделать, конечно же, движение тоже в 400%. А атом
относительно так, а атом на Binance мы можем посмотреть 400% роста. Это у нас будет как раз атом по $16. И мы можем примерно прийти к проторговке вот этого вот имбаланса. Это было бы самое такое положительное движение для атома в диапазон там 22 бакса для супер-пупер бычки. В принципе, вот так вот. Как раз я вот где-то когда-то здесь и рассматривал то, что мы придем, в принципе, сюда и потом начнем откатывать. Ну и, конечно же, я не верю в этот Super to the Moon, то, что мы будем там в диапазоне $100. Мне это что-то особо не верится. Кому верится, пишите в комментариях под видео, что вы думаете по поводу атома. Ну, а рынок у нас пока показывает слабость. Эфир относительно битка тоже слабый. Сегодня обновили новый лой. Ничего интересного не происходит. Отток капитала через спотовый биткоин и спотовый эфириум ETF. Притока свежих денег нет. Всех побрили, ликвиднули. И на этом справились. По всей видимости, манипулятору сейчас невыгодно пампить рынок. Ему просто-напросто достаточно двигать от точки ликвидации до точки ликвидации. Поликвидировать фьючистов, поликвидировать спотовиков, кто там добавил обеспечение маржи в спот свой. И все. И на этом всем все, в принципе, можно заканчивать. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до связи и мирного неба.